Харе Кришна, дорогие преданные, меня зовут Валентина Божьева. Приветствуем вас на канале «Русская санга». И сегодня я буду переводить лекцию из цикла лекций, который даст Ее милость Нагапатни Деви, ученица Шрилы Прабхупады. Нагапатни Деви присоединилась к ИСККОН вместе со своим мужем в 1969 году в Лагуна-Бич, Калифорния, США. Они поселились в Лос-Анджелесе, где Нагапатни организовывала первую службу присмотра за детьми преданных в дневное время, а также занималась распространением книг. Она служила в качестве пуджари, а также в гурукулах Лос-Анджелеса и Далласа. В 1995 году она основала храм в Висалии, штат Калифорния, а затем переехала в Сан-Луис-Обиспо, чтобы основать там проповеднический центр. С 2009 года она путешествует по храмам Европы, России и Украины, проповедует и делится своими воспоминаниями о Шриле Прабхупаде. Сегодняшняя лекция называется «Нектар преданности в нашей жизни». И прежде чем передать слово, приглашаю вас задавать вопросы в чате. Итак, передаем слово Нагапатни Деви. Харе Кришна, Нагапатни Деви. Hare Krishna Vaishnavas. We're going to start by singing this prayer to the six Goswamis, praying for their blessings in studying the nectar of devotion. И мы начнем с того, что споем молитву 6 Госвами, моля их о благословениях в нашем изучении нектара преданности. And afterwards, Valencia will read the translation for this first stanza. И затем мы прочитаем перевод к первому куплету. Krishna Kirtana Gananantaro Premanritambo Nidhi Dira Dira Jana Priya Priya Karo Nirmatsaro Pujito Shri Chaitanya Kripa Paro Bhuvibhavo Marahantarako Vande Rupa Sanatana Raghujago Shri Jiva Gopalago Vande Rupa Sanatana Raghujago Shri Jiva Gopalago. I kind of sprung this on Valencia. Do you have the translation? Yes. Итак, перевод. Я поклоняюсь 6 Госвами: Шри Рупе Санатани, Рагунатхи Бхати, Рагунатхи Дасу, Шри Дживи и Гопали Бхати. Они неустанно повторяют имя Кришны, прославляют его красоту, качество и игры и танцуют, погрузившись в сладостные размышления о его лилах. Они — воплощение нектарного океана божественной любви. Их приветствуют и почитают все, и образованные люди, и невежды. Своими деяниями они несут благо каждому и никому не питают враждебности, поэтому они дороги всем. Шри Чайтанья Махапрабху милостиво одарил их всеми благословениями, и потому они способны щедро раздавать сладчайший нектар бхакти, тем самым избавляя землю от бремени людских грехов. So, The Nectar of Devotion is a beautiful book that Srila Prabhupada gave us. Нектар преданности — это прекрасная книга, которую даровал нам Шрила Прабхупада. It's a summary study of the Bhakti Rasamrita Sindhu written by Srila Rupa Goswami. Эта книга представляет собой обзор книги, написанной Шрилой Рупой Госвами Бхакти Расамрита Синдху. Srila Rupa Goswami will tell you a little history on Srila Rupa and Srila Sanatana Goswamis. И мы немного расскажем историю Шрилы Рупы и Шрилы Санатаны Госвами. They were very elevated brahmanas from a very elevated Brahmin caste from South India. Они происходили из очень возвышенной касты браманов в Южной Индии. They were called Sarvata Brahmanas. Которые называют Сарвата Браманы. Very well educated. They spoke several languages, and they were also great Vaishnavas.
Они были очень хорошо образованы, говорили на нескольких языках и также были великими вайшнавами. Unfortunately, there was some dispute in their village in South India, and they had to leave with their whole family. И, к сожалению, из-за разногласий в семье в Южной Индии им пришлось покинуть эту деревню, из-за разногласий в деревне. Им пришлось ее покинуть вместе со всей семьей. And the whole family there at that time meant uncles, aunts, cousins, servants, friends, animals. It was quite a large gathering that moved to East. И вся семья в то время, это означает достаточно большое количество людей. Это и дядя, и тети, и братья, и сестры, то есть все-все-все. And at this time, this area was under the rule of a Muslim Shah by the name of Nawab Hussain. И в то время на этой территории правил мусульманский правитель, шах, которого звали Наваб Хусейн. And he had an advisor who was a psychic, and he told the king, he told him to hire those two young men because they would make him very wealthy. И у него был советник, такой, можно сказать, провидец, и он рекомендовал шаху нанять вот этих двух молодых людей, потому что они смогут ему стать очень могущественным, богатым помогут стать. Of course, they turned him down because this was considered quite disgraceful for a Brahmana to take service of anyone, especially someone from a Muslim background. И, конечно же, братья отказались от этого, потому что считалось, что это практически невозможно, что браманы кому-то служат, особенно тому, кто не относится к касте браманов. But the Shah was ruthless, and he threatened that he would kill a Brahmana a day if they did not take up this service. Но шах сказал, что если они не примут это служение, которое он им предлагает, он будет по одному браману каждый день убивать. So they did, and they were known as Dabir Kasa and Sakara Malik. И тогда они приняли его предложение, им пришлось это сделать, и их стали называть Дабир Кас и Сакар Малик. And they brought an incredible amount of wealth into the Shah's treasury. И с приходом они смогли привлечь огромное количество богатств в Навабу Хусейну Шаху. And the Shah was grateful. He was generous with them. So they lived in a beautiful palatial type building, and they also had a great amount of wealth. И Наваб Хусейн Шах, он был благодарен к ним и очень щедр, и они жили практически в помещениях, похожих на дворец, и также обладали огромными богатствами. But they never gave up their Vaishnava heart. Но они никогда не предавали свои сердца вайшнавов. They actually built cottages on the property and invited other Vaishnava intellectuals to come and study Srimad Bhagavatam with them. На самом деле они построили такие небольшие хижины или домики вот на своей территории и приглашали туда других вайшнавов, чтобы обсуждать Писание, интеллектуальные беседы вести. This property is available to see even today. И вот эту землю, на которой все это происходило, можно даже в наши дни увидеть. So when they heard of Lord Chaitanya, they wanted to go meet Lord Chaitanya. Когда они услышали о Господе Чайтанье, они захотели повстречаться, встретить его. And they met Lord Chaitanya in Ramakeli. И они встретились с Господом Чайтаньей в Рамакеле. Immediately they wanted to retire. However, Rupa retired and Sanatan stayed in service for some time.
И тут же они захотели отойти от дел, и Рупа отошел от дел, а Санатана какое-то время еще продолжал служить. Now, when Rupa retired, he gathered up all his money, which was, according to Srila Prabhupada in the Chaitanya Charitamrita, was millions of dollars. И когда Рупа отошел от дел, он собрал все богатства, которые ему принадлежали, и в соответствии со Шрилой Прабхупадой, как он пишет в Чайтанье Чаритамрите, это были It millions of... dollars, Это был эквивалент миллионам долларов. and it filled a boat with gold. И все вот эти богатства, они заполнили целую лодку или золота. And then he divided it up. And Srila Prabhupada said this was the example of how to spend our money. И затем он разделил эти деньги, и Шрила Прабхупада говорит, что он подал нам пример, как и мы должны тратить свои деньги. And I've heard this clarified as the money we have after our living expenses. И я слышала уточнение по этому поводу, что это относится к тем деньгам, которые остаются уже после того, как мы отложили сумму на наши жизненные необходимости, то, что нам необходимо, чтобы жизнь поддерживать. So we take 50% of that he gave to a Krishna conscious cause. И вот 50% от этой суммы он направил на сознание Кришны, на все, что связано с сознанием Кришны. 25% he distributed to his relatives. 25% он распределил между своими родственниками. And 25% he put in a bank to save for emergencies. И 25% оставшиеся он поместил в банк, чтобы сохранить их на случай чрезвычайной ситуации. And that 25% came in handy later on. И позднее эти 25%, последние, они очень пригодились. Дорогие преданные, похоже, что электричество отключилось у Нагапатни Деви. Мы сейчас подождем, когда восстановится связь. Hare Krishna? Hare Krishna. Yes, we can hear you. We had a power outage again. Да, приносим извинения, электричество выключилось. Like when we become disconnected from Krishna. So that money came in handy later on. Итак, позднее I'm эта so сумма... sorry. Back a minute. Yes. Прошу прощения, 1 минуту. During a class, I'll call you back. I'll call you back, sweetie. I can't talk right this moment. Thank you, Hare Krishna. So sorry for the interruption. That was important. Прошу прощения, это был важный звонок. Итак, эта сумма позднее очень пригодилась. So Sanatana Goswami, he remained there and he remained in service to the Shah, but eventually his heart couldn't even go into work anymore. И Санатана Госвами какое-то время продолжал свое служение Шаху, но в конечном итоге его сердце так повелевало ему, что он даже не мог уже ходить на работу. He had so much affection and so much love for Srimad Bhagavatam. He just stayed home and studied Srimad Bhagavatam. Он так сильно любил, так сильно был привязан к Шримад Бхагаватам, что просто оставался дома и изучал Бхагаватам. Once when he was quite a bit younger, he had a dream that a Brahmana boy came to his home and gave him the whole set of Srimad Bhagavatam. И однажды, когда он был еще достаточно молодым, ему приснился сон, что к нему пришел молодой мальчик, браман, и подарил целый
Шримад Бхагаватам весь. Now, currently we have books that are very nice and easy to transport and carry, and but still, even then, Srimad Bhagavatam is 12 cantos. И на данный момент Шримад Бхагаватам у нас представлен в виде книг, которые довольно удобно и читать, и перевозить. И все же это целых 12 томов. And the Песен, 12 18,000 песен. and the 18,000 verses were written on a palm leaves. А в то время эти 800 тысяч стихов были написаны на пальмовых листьях. And he had this dream, and it made him so happy. But he woke up and he realized it was only a dream, and he became very disappointed. И когда им приснился этот сон, во сне он получил удар Шримад Бхагаватам и был очень счастлив. Но когда он проснулся и понял, что это был всего лишь сон, он очень сильно расстроился. But soon after, a Brahmana boy did come to his store and did give him a set of full copies of the 18,000 verses written on palm leaves. И вскоре юный Браман действительно пришел к нему и вручил ему весь Шримад Бхагаватам, все 800 тысяч стихов, написанные на пальмовых листьях. But so he's staying at home, he's studying, and he's sending messages into the king, into the Shah, that he was sick. И вот он оставался дома, изучал Шримад Бхагаватам, а Шаху отправлял послание о том, что он болен. After a while, the Shah sent a messenger to see really what was going on. И через какое-то время Шах отправил человека, чтобы действительно убедиться в том, что же происходит на самом деле. So when he went over, the Shah heard, oh, he's not sick, he's just studying scripture. The Shah, he went himself. И вот этот посланник увидел, что Санат Нагасвами не болен, что он изучает Писание, и тогда он поведал об этом Шаху, и Шах сам отправился к Санат Нагасвами. And it was significant that when the Shah came in, Sanatana Goswami, he gave all respects. He stood up and properly respected the Shah. И вот это был важный момент, когда Шах пришел, Санат Нагасвами встал и выразил все подобающее почтение ему. And Srila Prabhupada explains, because he was a Shah, he deserved respect. And it was a great example for us that even if someone is not Krishna conscious, if someone is degraded, if they have a position like this, they deserve our respect. И так как он был шахом, он заслуживал уважения. И Шрила Прабхупада объясняет, что даже если какой-то человек не находится в сознании Кришны и, может быть, даже в какой-то степени деградирующей личностью является, но занимает такое высокое положение, он заслуживает нашего уважения. But nevertheless, he was put in prison, and that 25% went to bribing the guards to get him out of prison. Так или иначе, Санат Нагасвами был помещен в тюрьму, и вот эти 25%, о которых мы говорили, были использованы на то, чтобы подкупить стражу и помочь ему выбраться из тюрьмы. So when Rupa Goswami first left, and he went to Allahabad to study under Lord Chaitanya, and Lord Chaitanya instructed him for 10 days. И Рупа Госвами, когда он покинул свое служение, он отправился в Аллахабад, и там 10 дней Господь Чайтанья давал ему наставления. And these instructions can be found in the teachings of Lord Chaitanya, one of the first books that Srila Prabhupada had translated. И в одной из первых книг, которую перевел Шрила Прабхупада под названием «Учение Господа Чайтаньи», можно как раз найти вот эти наставления. So the significant thing about Rupa Goswami is because he was so advanced in Vedic knowledge that he was able to take the teachings of Lord Chaitanya and confirm them from the revealed scriptures. И Рупа Госвами, он был очень сведущ в Писаниях, и поэтому обладал способностью те наставления, которые дал ему Господь Чайтанья, подтвердить цитатами из Писаний. So
Rupa Goswami is considered a leader in our movement. И Рупа Госвами считается лидером в нашем движении. And we are all called Rupanugas. И все мы называемся Рупануги. So devotional service is the prime feature of Lord Chaitanya's teachings. И сутью учения Господа Чайтаньи является преданное служение. And that Rupa Goswami wrote the Bhakti Rasamrita Sindhu, and Srila Prabhupada, he gave it to us in a form for us to easily understand. И Рупа Госвами написал Бхакти Расамрита Синдху, а Шрила Прабхупада представил его нам в форме нектара преданности, который легко понять. The thing about the nectar of devotion is that Lord Chaitanya's principles is universal. И вот что касается нектара преданности, важно знать, что те принципы, которые дал Господь Чайтанья, являются вселенскими, универсальными. Anyone who knows the science of Krishna and engages in devotional service is accepted as being higher than a brahmana. И каждый, кто знает науку сознания Кришны и вовлечен в преданное служение, считается, что он занимает более возвышенное положение, чем браман. This principle is accepted in the Bhagavad Gita and the Srimad Bhagavatam. И этот принцип принимает и Бхагавад-гита, и Шримад Бхагаватам. The principles of Lord Chaitanya's teachings is to educate and elevate everyone to the exalted post of a Vaishnava. И сутью и принципами учения Господа Чайтаньи являются необходимость дать образование каждому и помочь каждому возвыситься до возвышенного уровня вайшнава. So the basic principle of devotional service is service, and service is natural to everyone. И фундаментальным принципом преданного служения является служение, и служение естественно для каждого. And the motivating factor of that service is the taste. И мотивом для служения является вкус, то, что нас мотивирует служить. Everyone is serving someone. Все, каждый служит кому-то. Even the greatest president on the planet he's doing service for someone. Даже величайший президент на планете выполняет служение, служит кому-то. And of course, like a mother who gives service to her child, she relishes giving that service. И, например, мать, которая служит своему ребенку, она испытывает вкус и наслаждается вкусом этого служения. A man relishes taking care of his family. Мужчина наслаждается вкусом заботы о своей семье и служения семье. A nationalist, he cares for his country and he relishes this. Националист заботится о своей стране и наслаждается вкусом служения стране. So this force that drives them is called rasa. Итак, вот эта сила, которая всех сподвигает служить, называется раса. This is a kind of relationship. Это можно назвать также типом отношений. Bhakti rasa, this taste is a bit different than the materialistic taste. И вот бхакти раса, этот вкус несколько отличается от материалистического вкуса. For the materialist, for a man who goes to work every day, 5 days a week, he's got to have 2 days off to go and enjoy his senses. Для материалиста, который 5 дней в неделю ходит на работу, необходимо иметь 2 выходных, в течение которых он может наслаждать свои чувства. There's a satiation point where he can't do any more.
То есть наступает такой момент, когда он уже не может больше работать. And then there's also the point of death or termination, where it ends without our desires. И затем также есть момент, который называется смерть или уничтожение, который наступает вне зависимости от нашего желания. So these material activities are called bogatyaga. И вот такая материальная деятельность называется бхога-тьяга, It's an alternating renunciation with sense enjoyment. в которой друг друга сменяют отречение и наслаждение чувств. And because it is material and there's no continuousness, it doesn't last. It's flickering. It's not satisfying. И так как природа этой деятельности материальная, то она временная и не приносит удовлетворения. But bhakti rasa never finishes. Но что касается бхакти-раса никогда не заканчивается, Even at the end of life, даже с концом жизни, because it will go on in the next life. потому что она будет продолжаться в следующей жизни. And it's called amrita, that which does not die. И она называется амрита, то, что не умирает. And as Bhagavad Gita explains, just a little advancement in this process, that it can save one from the greatest fear. И в Бхагавад-гите объясняется, что совсем небольшое продвижение на этом пути может спасти человека от величайшего страха. With material activities, even if one is a great philanthropist, it's still, there's no guarantee at the end of his current material life that he'll take another human birth. А что касается материальной деятельности, даже если мы возьмем какого-то величайшего филантрописта, то вся его деятельность не дает никакой гарантии, что в следующей жизни он обретет человеческое рождение. But for a devotee, it's guaranteed. Но для преданного это гарантировано. Not just a human life, but also in the higher divisions of human society. И не только просто человеческая жизнь, но рождение высочайших, как сказать, на высочайшие уровни. The bhakti is greater than liberation. Бхакти более великое, чем освобождение. By adoption of bhakti ras or Krishna consciousness, we will immediately put ourselves in an auspicious condition of life. И когда мы принимаем бхакти-расу или сознание Кришны, то мы тут же помещаем себя в благоприятные условия. We're free from so many material anxieties. И мы освобождаемся от стольких материальных беспокойств. We actually can live a transcendental existence. И на самом деле мы можем жить уже на уровне трансцендентного существования. Bhakti attracts Lord Chaitanya. И бхакти привлекает Господа Чайтанью. And one can feel this. И человек может это почувствовать. You know, at first, we all want to see God. И мы все хотим увидеть Бога. But this is a gradual process that we have to become purified, to become to the level to be able to see God. Но процесс этот постепенный. Нам нужно постепенно очиститься, чтобы достичь уровня, на котором мы сможем увидеть Господа. But Krishna is so kind. Even in the beginning of Krishna consciousness, one can have this taste, this rasa. Но Кришна так добр, что даже в самом начале пути в сознании Кришны человек может обрести уже вот этот вкус бхакти-раса. So we start with the regular principles and devotional service, and then gradually it becomes automatic and spontaneous. И мы начинаем с регулирующих принципов и преданного служения, и постепенно это становится спонтанным. So love is so very important. Любовь имеет очень важное значение. It's vital to our existence.
Это является жизненно необходимым фактором для того, чтобы мы жили, существовали. If a child is born and not given any love, it will die very shortly. Если ребенок родился, и он не получает достаточно любви, то он очень быстро погибнет. But on a natural situation, he loves his parents. And as he grows, he learns to love his sisters and brothers. Он естественным образом, родившийся ребенок любит своих родителей, и постепенно, когда растет, он учится любить сестер и братьев. As he grows, he develops love for his family and his community and society. Постепенно он растет, развивается любовь к его семье, к общине и к всему обществу. His country, his nation, the whole human society. К стране, к нации, к всему человеческому обществу. And so similarly, the devotee, as he develops in his Krishna consciousness, his love for humanity is much more meaningful. И точно так же, когда преданный постепенно развивается на пути сознания Кришны, его любовь к всему человечеству становится намного более значимой. Because Krishna is in the center of every activity. Потому что Кришна находится в центре любой деятельности. So the sum and substance of the nectar devotion is to learn how to love Krishna. И вот сутью нектара преданности является знание о том, как любить Кришну, как научиться любить Кришну. And there's 5 different mellows that one of which we can love Krishna in. И есть 5 разных вкусов. 5 different mellows. And the second part, please say it again. To love Krishna in. 5 различных вкусов, в соответствии с которыми мы можем любить Кришну. Шрила Прабхупада explains that loving Krishna is like watering a tree. Шрила Прабхупада объясняет, что когда мы любим Кришну, это подобно тому, как поливать корень дерева. Currently, society is watering different parts of the tree. В настоящее время человеческое общество поливает разные части дерева. But the important thing is that the root of the tree gets the water so that the tree truly flourishes. Но важный момент заключается в том, что воду должен получать корень дерева, и тогда дерево сможет действительно расти, и хорошеть, и расцветать. And unfortunately, most of societies all over the world are not watering the root of the tree. And consequently, there's so much suffering. К сожалению, большинство человеческих сообществ или обществ по всему миру не уделяет внимания тому, чтобы поливать корень дерева, и из этого происходит множество страданий. So the nectar devotion is teaching us how to love Krishna. It's teaching us all the intricacies of loving Krishna. Итак, нектар преданности обучает нас тому, как любить Кришну, и всем деталям и подробностям того, как любить Кришну. Jai. So I'm going to conclude here, and we will go on again. But I want to thank you all. Are there any questions, additions? И вот на этом я хотела бы закончить. И есть ли вопросы, замечания, комментарии? No questions so far. Alrighty, so we'll end here. All glories to Shrila Prabhupada, all glories to his humble devotees. И вот на данный момент вопросов нет. Тогда мы на этом заканчиваем. Вся слава Шриле Прабхупаде, вся слава всем собравшимся преданным. Hare Krishna. Харе Кришна. Thank you.